прошлом видео в квартире сделал демонтаж и установил окна. Теперь очередь за электрикой и сантехникой. Такие работы важно сделать на начальном этапе и продумать, где что будет расположено, так как позже вносить изменения будет очень сложно. Размечаем, где что будет находиться, и приступаем. Из инструмента потребуется болгарка для вырезания подрозетников. Штраборез – это та же болгарка с сдвоенным режущим диском, промышленный пылесос и перфоратор. Работа по электрике стоила $350, заняла 4 дня. И это список материалов, потраченный на работу, $185. Если все делать самостоятельно, то нужно купить или взять в аренду инструмент. Думаю, у меня на эту работу ушла бы неделя, при условии, что буду знать, что и как делать. И аренда инструмента на неделю $120. В этот раз наблюдал, как все делать, чтобы другой раз попробовать сделать самостоятельно. Иначе без теоретических знаний можно много чего напридумать, что и как делать. Лучше разок посмотреть. Сперва в стене вырезаются места под подрозетники и штробятся стены под укладку кабеля. Далее устанавливаются подрозетники в уровень. Устанавливается крепеж для проводки, вот такие Т-образные зажимы, и крепится кабель к стене. Так это выглядит в ускоренном варианте. И очень ответственный этап – правильно соединить провода. Есть разные варианты соединения – сварка, опрессовка, соединение методом пайки. По 15-летнему опыту работы Руслана метод пайки самый затратный по времени, но самый надежный. И в конце работы проверка всех розеток и выключателей. Правильно ли все сведено? Как вариант экономии можно самостоятельно проштробить стены и уложить кабель, а позже вызвать электрика, чтобы все проверил и правильно соединил провода. Таким образом можно сэкономить и подстраховаться. Руслан занимается электрикой более 15 лет, работает быстро. Залог успеха хорошего ремонта квартиры – это квалифицированные специалисты. К примеру, в доме делают капремонт уже год. Со строителями общаясь, нужно понимать их язык. Это краткий переводчик строительного на русский. А это пример горе-строителей, не обремененный умом. Электрика готова. Теперь очередь сантехники. Сперва демонтируются старые трубы и штробятся стены для скрытой проводки трубопровода. Вообще в панельном доме вот так насквозь штробить стены нельзя, так как все стены несущие, кроме санузла. Они устанавливаются отдельными кабинами в квартире и нагрузки не несут. Это список материалов, которые были куплены. Работа по сантехнике стоила $150, а материалы $100. По времени заняло 1 день, работали 2 парня, с утра и почти до ночи. Так что можно сказать, что по времени почти 2 рабочих дня. Все трубы продеваются в защитную гофру. Она защищает трубы от механического воздействия и образования конденсата. Как по мне, трубы раньше и без этой гофры укладывали. И в квартирах трубы по 20 лет стоят, и все норм. С другой стороны, все развивается. Раньше ведь, как только появились пластиковые окна, говорили, что это зло, и самое лучшее – это деревянные рамы. Основной инструмент для работы – это паяльник полипропиленовых труб. Вполне понятно, как с ним работать, по этому примеру. С одной стороны труба, с другой стороны ответная деталь. Ждем 10 секунд, снимаем и соединяем детали. Так как они разогреты, они легко соединяются. На это есть 5 секунд. И еще через 5 секунд они уже будут иметь прочное соединение. Важно соблюдать технику безопасности. Паяльник разогрет до температуры 260 градусов. В такой работе лучше иметь напарника. Одному тоже, думаю, можно, но будет значительно легче с помощником. Делаю эту работу самостоятельно, потребуется свой или арендный инструмент. Если вы не занимаетесь часто ремонтом, то покупка его нецелесообразна. Аренда инструмента на 3 дня $45. Уверен, что за 3 дня можно справиться с этой работой. Но тут, мне кажется, сомнительная экономия. Рискованно делать такую работу без опыта. Это ведь трубопровод, который спрятан внутри стены. Если вдруг что-то не так спаяли и забетонировали, а позже начнет капать водичка, то переделка будет стоить гораздо дороже, чем получится сэкономить.
Лучше экономить на других работах. И в завершении трубы фиксируются гипсовым раствором к стенке. Сантехника готова. Следующим этапом ремонта будет укладка плитки и шумоизоляция в комнате. Это расчет потраченных денег на ремонт. Благодарю за просмотр.